Как соткать двусторонний узор на дощечках? Всем привет, с вами Лидия Рябинина из ткацкой мастерской «Рябиновое варенье». Я создаю красивые вещи ручной работы в этностиле. Сегодня я хочу показать вам технику ткачества на дощечках, которая отличается от той, которую я показывала ранее. Это техника двустороннего ткачества, то есть на лицевой стороне у нас получается такой же узор, как с обратной стороны, но с цветовым негативом. С помощью такой техники можно ткать буквы или, например, вот такие прямые узоры, которые не получится соткать в той технике, которую я показывала раньше. И для наглядности я начну с того, что покажу схему такой тесьмы. То есть вот так она будет выглядеть. Заправка у нас идет, крайние дощечки я, как всегда, заправляю одним цветом полностью, чтобы была красивая кромка. А узорные дощечки идут два отверстия фон, два отверстия рисунок. То есть два фиолетовых, два белых. И так они идут все, и заправляются такие узоры чередованием направлений SZ, SZ и так далее. Такая вот елочка. Но рисуется такой узор вот таким образом на вот таком прямоугольном поле, где каждый вот такой вот прямоугольный пиксель соответствует двум поворотам одной дощечки. Вот сейчас я покажу. То есть вот два поворота одной дощечки, один вот такой прямоугольничек. То есть здесь мы прорисовываем, можем прорисовать тот узор, как нам надо. И вот здесь мы видим, как уже сформируется на деле. То есть узор все равно получится вот такими зубчиками. Ну, такая особенность у ткачества на дощечках. Но зато здесь мы можем сделать, в принципе, любые буквы какие-то, другие более прямоугольные узоры. В общем, все, что мы не могли сделать при стандартной схеме. Итак, как мы ткем? Нужно запомнить один самый главный и самый важный принцип. То есть один шаг, как я сказала, это два поворота дощечки. И вот при каждом таком шаге нам нужно что-то поменять одно. Либо мы меняем цвет на рисунке, либо мы меняем направление поворота дощечек. Сейчас продемонстрирую. То есть вот мы повернули два раза дощечки, они у нас были фиолетовые. Дальше нам нужно поменять цвет на узоре. Соответственно, тогда мы не меняем направление поворота. То есть вот эти буковки F и B обозначают вперед поворот и назад, то есть направление. И вот эти красные точки тоже обозначают места, где мы меняем направление поворота дощечек. Неважно, вперед мы крутили или назад, и куда мы будем крутить. Главное, что мы меняем это направление. Итак, были фиолетовые, нужны белые. Соответственно, направление мы не меняем, мы меняем цвет. Дальше вот у этой дощечки, вот у этих двух дощечек, третьей и четвертой, нам нужно оставить цвет, какой был. Соответственно, значит, мы меняем направление. То есть крутили вперед, меняем направление, крутим два раза назад. Дальше снова нам нужно вот такую длинную полоску белую сделать. Соответственно, через каждые два поворота мы будем менять направление. А вот здесь мы меняем цвет, то есть мы сделали белый, продолжили крутить туда же, потому что нам нужно поменять цвет. Дальше вот здесь мы меняем направление, потому что у нас здесь фиолетовая полоска образуется, а вот у этих дощечек мы снова меняем цвет, поэтому направление мы не меняем. И так далее. Это единственный принцип, который нужно запомнить. Тогда будет проще и понятнее, и даже без схемы, в принципе, ткать. То есть у вас должна будет под рукой быть только схема вот такая попиксельная. И по ней вы сможете ориентироваться, где вам нужно менять цвет, а где вам нужно менять направление дощечек. Сейчас покажу, как это будет выглядеть в жизни. Итак, поехали. Нам нужно, вот здесь у меня начата схема, нам нужно сейчас сделать вот здесь белую полоску длинную продолжить, а вот здесь поменять цвет. То есть я сейчас крутила все дощечки вперед. Да, сейчас у меня все дощечки крутились вперед, поэтому вот эти две я меняю направление, а у этих вот мне нужно поменять цвет, поэтому направление вращения я не меняю. Так, прокрутила один раз, прокрутила второй раз. Теперь мы смотрим, что дальше.
Вот у этой дощечки нам нужно продолжить опять белую полоску. То есть я говорила, что тут будет длинная белая полоска, поэтому направление вращения этой дощечки мы все время меняем. То есть сдвигаем вперед, что означает, что я теперь буду ее вперед крутить. Здесь мы делаем фиолетовую полоску, поэтому тоже меняем направление вращения, потому что цвет у нас останется тот же. У остальных дощечек пойдет белая полоска, то есть мы меняем цвет, значит направление мы не меняем. Так, крутим. Снова 2 раза, то есть каждый раз мы крутим 2 раза. Потому что цвет определенный у нас заправлен в 2 дощечки. Поэтому мы крутим 2 раза. Вот. Что дальше? Теперь здесь вот у этих 3 дощечек мы цвет не меняем. Поэтому мы меняем направление вращения. Так. Это назад будет. Я запуталась. Так бывает. Мы крутили эту вперед, вот эту крутили назад. То есть мы меняем раз, меняем 2, меняем 3. Вот у этих 6 дощечек мы поменяли направление. Дальше вот здесь вот мы меняем цвет, поэтому здесь мы 6 дощечек оставляем крутиться туда же. А вот здесь у нас тоже пойдет белая полоска, поэтому у этих 2 мы тоже меняем направление, оставляя цвет. Итак, раз, 2. Так, дальше у нас, это мы сделали вот этот шаг. Теперь у нас здесь у 3 вот этих вот 6, точнее, дощечек мы снова меняем направление, потому что они снова повторяются. Вот у этих 2 тоже повторяется движение, то есть раз, 2, 3, 4. Ну, я считаю по 2, потому что у меня узор прорисован, так что по 2. Дальше. Вот здесь у нас продолжается белая полоска, поэтому мы тоже меняем направление. Ну я поменяла. Вот здесь нужно быть крайне внимательными, потому что запутаться очень легко. Дальше мы продолжаем вот так полоску и здесь тоже продолжаем. В общем, получается у нас вот такая вот. Я все-таки подглядываю на схему, потому что пока еще мне тоже тяжело работать без схемы. Но вот этот принцип нужно запомнить и его придерживаться. Так, дальше здесь мы делаем, а вот сейчас мы делаем вот этот шаг, то есть мы завершаем вот эту полоску, то есть здесь мы снова меняем. Вот здесь полоска заканчивается, то есть меняется цвет, значит дощечка у нас остается туда же. Дальше мы продолжаем белую полоску, меняем цвет. Продолжаем фиолетовую вот эту полоску, тоже меняем цвет. И продолжаем белую полоску, тоже меняем цвет. У меня ощущение, что я опять что-то сейчас перепутала. Сейчас я перепроверю по схеме. Так, назад, вперед, назад, вперед, назад. Все правильно. То есть проще 10 раз свериться со схемой, чем потом откручивать дощечки назад, исправляя ошибку. Так, теперь сейчас у нас пойдет здесь белая полоска, соответственно, мы поменяем вот это направление, потому что здесь тоже будет белое. Вот эти дощечки мы оставим как есть, потому что они меняют цвет. Вот эта вот полоска тоже у нас остается белой, поэтому мы меняем направление. Здесь меняем направление, потому что тоже у нас остаются цвета. Итого назад вот вращается только одна дощечка. Далее, здесь мы будем сейчас менять цвет. То есть вот эта полоска у нас пойдет. Соответственно, все вот эти дощечки у нас крутятся туда же, куда крутились, потому что мы меняем цвет, а не направление. Здесь мы продолжаем фиолетовую полоску, поэтому меняем направление, а не цвет. И здесь тоже мы меняем направление, а не цвет.
И дальше мы будем делать вот эту вот белую полоску, то есть белое у нас шло вот здесь, соответственно, здесь мы снова меняем направление, а у остальных мы меняем цвет, потому что направление было, точнее, цвет был такой. В общем, все крутятся вперед. Вот у нас получился цикл этого узора, с которого мы начали. Вот. Запомните, пожалуйста, один вот этот принцип. То есть мы на каждые два шага, на каждые два поворота дощечки мы меняем либо цвет, либо направление поворота дощечки. Все, если запомните, усвоите этот принцип, дальше вам будет проще и понятней. Спасибо за внимание. Ставьте лайк этому видео, если оно было полезно. Не забывайте сохранять его к себе, чтобы можно было пересмотреть в любой удобный для вас момент. Подписывайтесь на мою страницу, если вы до сих пор этого не сделали, чтобы не пропускать новые полезные видео. И пишите в комментариях фразу «хочу схему», если хотите, чтобы я прислала вам личные сообщения, схему, с которой мы сегодня работали, либо в формате картинки, либо в формате программы GTT, которую я сегодня продемонстрировала. Добро пожаловать в мир уютных вещей. Всегда ваша Лидия Вареньевна.